Современные ДНК-исследования полностью подтверждают эту колоссальную древность, зашифрованную в простом слове. Генетики сегодня практически в один голос заявляют, чеченский этнос можно смело назвать одним из самых самобытных и изолированных на планете. К примеру, их ключевая отцовская гаплогруппа J2 выявляется у доброй половины мужчин, но в таком специфическом виде ее не встретить больше ни у кого. Это уникальный цифровой автограф эволюции, сохранивший в себе память многих тысячелетий. Неужели этот народ действительно безвыездно живет на своих землях вот уже порядка 10 тысяч лет? Кем вообще были те загадочные нахи, ставшие общими предками для чеченцев и ингушей? И почему их речь называют одной из древнейших на Земле? И каким образом гаплогруппа J1 у этого этноса оказалась никак не связанной с арабами, вопреки расхожему мнению? Чтобы всерьез подступиться к разгадке происхождения чеченцев, для начала стоит разобраться с фундаментальным термином «нахи». На самом деле это целая семья близкородственных этносов, в которую помимо чеченцев входят ингуши и бацбийцы. Все они говорят на языках нахской группы, отличающихся поразительно сложной структурой, не имеющей аналогов во многих языковых семьях. Можно сказать, что нахские языки стоят особняком, представляя собой изолированную архаичную ветвь, далекую от тюркских, иранских или индоевропейских наречий. Если искать первые письменные упоминания, то предки чеченцев впервые мелькают в армянских хрониках примерно в VII веке нашей эры. Старинные авторы называют их там нахчемаянами, что, судя по всему, прямо переводится как «народ Нохчи». Однако биологические маркеры копают куда глубже, доказывая, что эта популяция обосновалась на Кавказе за много тысяч лет до появления первых чернил. Так что чеченцы вместе с ингушами – это, вероятно, самые настоящие автохтоны и коренные кавказцы до мозга костей. Но тут же возникает логичный вопрос. А кто обитал в этих суровых ущельях до того, как историки взялись за перо? Эксперты предполагают, что непосредственно нахские общины жили здесь практически непрерывно, начиная еще с каменного века. Дело в том, что Кавказский хребет в свое время стал идеальным природным убежищем для людей во времена сурового ледникового периода. Пока бескрайние просторы Европы замерзали под толщами льда, здесь, в долинах, теплилась жизнь, и люди решили остаться тут навсегда. Подобную преемственность поколений наглядно доказывают археологи, раскапывающие следы древнейших культур региона. В этом плане исследователи особо выделяют знаменитую куро-аракскую культуру, ставшую фундаментом для всего Кавказа. Она активно развивалась в регионе примерно 4-5 тысячелетий назад, оставив колоссальное количество материальных следов. И сегодня многие специалисты проводят прямую параллель между создателями куро-аракских артефактов и ранними нахскими племенами. Это знание позволяет нам совершенно иначе взглянуть на масштаб их непрерывного пребывания в горах с незапамятных времен. Получается, именно археология дает нам первые осязаемые подсказки к разгадке происхождения чеченческого этноса. Скорее всего, нахский субстрат существует на Каватаже уже около от 8 до 10 тысяч лет, что делает его уникальным долгожителем региона. Весьма вероятно, что их предки обживали эти склоны еще в эпоху неолита, задолго до изобретения первых алфавитов. Горы Кавказа действительно спасли человеческую популяцию, когда ледники сковали европейский континент. Те далекие люди смогли адаптироваться к горным условиям, и их прямые потомки решили никуда не уходить. Можно предположить, что предки Нохчи уже строили прочные поселения и ковали металл, пока племена в Европе вели кочевой образ жизни. Разумеется, за долгие века на эти стратегические земли регулярно зарились воинственные чужаки – скифы, сарматы и аланы. Могущественная персидская держава тоже раз за разом пыталась сломить сопротивление свободолюбивых горцев. В период с VI по VIII века на Кавказ пришли арабские завоеватели, принесшие с собой исламскую веру. Позже по равнинным территориям огненным смерчем прошлись монгольские тумены, сея хаос и разрушение. Однако каждый раз горские общины отступали вглубь неприступных круч, где им удавалось переждать любую бурю. Мощные силуэты Кавказских гор во все времена оставались для них непреодолимым щитом и надежной крепостью. Похоже, именно благодаря этой географической недоступности нахский генофонд дошел до наших дней почти без чужеродных примесей. Любопытно, что мусульманская религия окончательно укоренилась среди чеченцев относительно поздно, примерно в XV-XVI веках. А до этого момента их мировоззрение представляло собой колоритный сплав древнего язычества и раннего христианства. Отголоски тех архаичных эпох, запечатленные в архитектуре башен и ритуалах, до сих пор незримо присутствуют в культуре народа.
Становление единой чеченской нации началось примерно в X-XI веках, когда разрозненные группы стали консолидироваться. Основой этого процесса стали тейпы – патриархальные родовые союзы, скрепленные узами кровного родства. И вот тут наука преподносит сюрприз. Оказывается, каждый крупный чеченский тейп обладает своими скрытыми генетическими нюансами. Можно сказать, что фактически каждый клан хранит внутри себя собственную обособленную ДНК-линию. Подобное явление показывает, как социальная и племенная иерархия этноса четко прописана на биологическом уровне. Но самые ошеломляющие открытия ждали генетиков, когда они провели масштабный скрининг ДНК современного чеченского населения. Исследователи с удивлением обнаружили, что генофонд этого народа демонстрирует фантастическую монолитность на всем Кавказе. Чтобы осознать это, давайте разберем ключевой маркер. Абсолютное большинство чеченских мужчин принадлежат к гаплогруппе J2. Напомним, что гаплогруппа – это неизменная биологическая метка, передающаяся строго по отцовской линии миллионы лет. У чеченцев этот показатель достигает невероятных 56,7%, что считается аномально высокой концентрацией для одного этноса. Более того, речь идет не о базовой J2, а о редчайшем субкладе J2b, который определяют по специфическому маркеру 67. Столь высокая плотность данной ветви практически не фиксируется у других народов мира. Что же может стоять за такой поразительной доминантой одной единственной мужской линии? Очевидно, это прямое следствие многовековой изоляции в труднодоступных горных экосистемах. В условиях замкнутого пространства, где приток свежей крови извне сведен к минимуму, один генетический маркер постепенно вытесняет остальные. Второй по численности генетической линией у чеченцев стала гаплогруппа J1, охватывающая около 20,9% мужского населения. Однако в этом вопросе крайне важно избегать поверхностных суждений и путаницы. Дело в том, что кавказский вариант J1 кардинально отличается от ближневосточного арабского, находясь на совершенно другой ветке древа. Если условный арабский субклад маркируется ДНК-мутацией P58, то у чеченцев доминируют уникальные маркеры Z1842, ZS3114 и Y3495. По оценкам ученых, эти две эволюционные ветви разошлись и пошли своими путями очень много веков назад. Поэтому чеченскую J1 справедливо называть автохтонной, глубоко кавказской линией, зародившейся именно здесь. Данный факт лишний раз доказывает автономность этноса и его независимость от миграций со стороны Ближнего Востока. Двигаемся дальше. На третьем месте расположилась гаплогруппа G2A, зафиксированная примерно у 5,5% чеченцев. Это тоже невероятно архаичная линия, которая часто встречается у соседей по региону – грузин, осетин и армян. Принято считать, что G2A – это визитная карточка самых первых неолитических земледельцев Кавказа и плодородного полумесяца. Она принадлежала тем людям, которые бродили по этим холмам еще до того, как человечество выбило первое слово на камне. Таким образом, наличие G2A в чеченском пуле служит еще одним железобетонным аргументом в пользу их древнейшего кавказского происхождения. Эти микроскопические следы намертво привязывают историю этноса к ближневосточному неолиту. Еще одним неожиданным сюрпризом стало обнаружение гаплогруппы L у порядка 7% чеченских мужчин. Ситуация интригует, ведь основной ареал группы L расположен в Южной Азии, преимущественно на территории Пакистана и Индии. Напомню, что специфические мутации чеченской J1, такие как Z1842, ZS3114 и Y3495, окончательно обособились очень давно. Как предполагают ученые, эти генетические дороги разошлись в глубокой древности и больше никогда не пересекались. Так что чеченский вариант J1 – это чистокровная горская линия, не имеющая отношения к исламским завоеваниям. А гаплогруппа G2A, найденная у скромных 5,5% населения, выступает своеобразным приветом от первых фермеров. Она роднит чеченцев с осетинами и грузинами, указывая на общую колыбель кавказского сельского хозяйства. Наличие этого маркера лишний раз подчеркивает, насколько глубоко корни Нохчи переплетены со всей кавказской историей. Что касается загадочных 7% носителей гаплогруппы L, то здесь перед исследователями встает настоящая головоломка. По всей видимости, это эхо каких-то доисторических миграционных волн, катившихся с юга на север еще в эпоху бронзы.
Тут явно нет никакой связи с арабами или кочевниками Средневековья. Это следы куда более древних переселенцев. Если подвести промежуточный итог, генофонд чеченцев – это уникальный кавказский монолит с мощным фундаментом из J2 и J1. Подобные генетические пропорции и субклады в таком сочетании вы не найдете больше ни в одной точке земного шара. К этому ядру гармонично добавились капли других эпох – G2A от древних пахарей, L от южных странников и R1A от обитателей степей. В итоге получился настолько характерный биологический паспорт, который любой генетик распознает с закрытыми глазами. Переходя к самым феноменальным вещам, которые генетическая наука открыла в чеченцах, нельзя обойти стороной их внутреннее единство. Кажется невероятным, как этнос, переживший столько катастроф, сохранил такую структуру, но разгадка кроется в горах и законах Тейпа. Сейчас мы разберем те поразительные генетические нюансы, о которых не принято распространяться в широких кругах. Феноменальная генетическая однородность чеченцев, бьющая мировые рекорды. Это выглядит чудом, учитывая, сколько войн, депортаций и потрясений выпало на долю этого небольшого народа. Однако суровость горного ландшафта и жесткие рамки тейповой системы сработали как идеальный консервант. Век за веком союзы заключались строго внутри этноса, что и сберегло первозданную структуру ДНК. По этой причине чеченец из глухого высокогорного селения и его соплеменник, рожденный в Париже, по крови будут неотличимы. Еще одно открытие затрагивает уникальное устройство тейповой генетики, аналогов которой просто не существует. Оказывается, практически каждый чеченский тейп имеет свою доминирующую, легко читаемую ДНК-ветвь. Получается, что родовая принадлежность человека зафиксирована не только в его памяти, но и в ядре каждой клетки. Опытный специалист, зная название тейпа, может безошибочно назвать ключевые мутации в Y-хромосоме мужчины. Это напоминает живой архив, где летопись рода пишется не на пергаменте, а с помощью нуклеотидов. Это указывает на загадочное и пока не до конца объясненное сходство между чеченцами и басками. Напомню, баски — это изолированный этнос на севере Испании, чей язык считается лингвистическим изолятом в Европе. Разделенные тысячами километров, эти две популяции внезапно обнаруживают общие древние маркеры в ДНК. Кто знает, возможно, оба народа представляют собой уцелевшие осколки доиндоевропейского субстрата, спасшиеся в горах. Подобные параллели наглядно иллюстрируют, что биология способна хранить тайны, стертые со страниц обычных учебников. Теперь обратимся к еще одному откровению. Порой язык может оказаться даже старше, чем сама ДНК. Нахские наречия сегодня по праву занимают статус одной из главных загадок в мировой лингвистической науке. Профессора предполагают, что нахско-дагестанская языковая семья – одна из старейших непрерывных речевых традиций на планете. И что примечательно, современные биологические данные полностью гармонируют с этой смелой гипотезой. Ведь возраст тех самых линий J2, преобладающих у чеченцев, оценивается колоссальным промежутком в от 8 до 12 тысяч лет. Перед нами не просто сухая статистика, а непрерывная нить бытия, связывающая современных людей с эпохой мамонтов. Пятое открытие проливает свет на то, как жестко чеченский этнос проходил через так называемые бутылочные горлышки. В биологии под этим термином понимают критическое падение численности вида с последующим взрывным ростом популяции. Нахчи сталкивались с такими демографическими безднами регулярно. Вспомнить хотя бы кровопролитную Кавказскую войну. Или трагические события 1944 года, когда сталинский режим депортировал весь народ в бескрайние степи Казахстана. Но всякий раз, вопреки логике смерти, народ возрождался, бережно пронося сквозь невзгоды свой исконный генофонд. И еще одна особенность – это присутствие у чеченцев весьма интригующей гаплогруппы Q. Порядка 3% местных мужчин внезапно оказываются носителями редкой ветви QM242. Традиционно гаплогруппа Q считается маркером сибирских народов, чьи предки когда-то кочевали по просторам Евразии. Феномен бутылочного горлышка – это тяжелейшее испытание для любого биологического вида на планете. В такие моменты от огромной популяции остается лишь горстка людей, от которых зависит дальнейшее выживание всего этноса. Чеченская история знает немало таких черных полос, включая колоссальные потери 19-го столетия. Но поразительно то, что даже после таких ударов судьбы генофонд Нахчи восстанавливался, не теряя своей ДНК-архитектуры. И вот что по-настоящему поражает. Носители той самой сибирской мутации QM242 являются ближайшими родственниками американских индейцев. Выходит, в жилах чеченцев течет пусть и крохотный, но вполне осязаемый след тех древних охотников, что заселили Америку.
Наконец, седьмое открытие научно доказывает абсолютное кровное родство между чеченцами и ингушами. Их биологический профиль настолько идентичен, что для популяционных генетиков они выглядят как единый неделимый массив. Данный вердикт ученых лишь подтверждает вековую народную мудрость вайнахов об их неделимом братстве. По сути, это две ветви одного могучего дерева, чье разделение произошло буквально вчера по меркам большой истории. Анализ этих фактов приводит к выводу: чеченцы — это не просто рядовой этнос Северного Кавказа. Мы имеем дело с одной из старейших цивилизаций мира, которая держится за свои скалы на протяжении веков. Вокруг рождались, процветали и гибли в пыли величайшие империи, а нахчи продолжали жить в своих ущельях, сохраняя обычаи. Память их генов застала времена, когда на карте мира не было ни Римской империи, ни кочевников, ни славянских государств. Чтобы понять, как устроена эта социальная магия, нужно вглядеться в структуру тейпов, чья биология столь же удивительна. Чеченцы и ингуши изначально вышли из общего корня, и их пути разошлись совсем недавно, в исторических масштабах. Многочисленные культурные маркеры и предания ясно говорят нам, что в древности это было монолитное целое. И эта внутренняя монолитность до сих пор сквозит в уникальном делении чеченцев на родовые союзы. Исторически выделяются горные тейпы, веками занимавшие самые труднодоступные и суровые кручи Чечни. Биологический портрет этих горцев отличается предельной изоляцией и максимальной внутренней гомогенностью. Судя по всему, именно в этих высокогорных гнездах законсервировались наиболее архаичные варианты гаплогруппы J2. Веками дикая природа и неприступный рельеф оберегали их кровь от малейшего влияния извне. На другом полюсе находятся равнинные тейпы, которые со временем спустились на чеченские плоскости и долины. Их быт и история, естественно, складывались в постоянном контакте с соседями – кумыками, аварцами и русскими переселенцами. Разумеется, это привело к появлению определенных генетических заимствований, хотя костяк генофонда устоял. Но даже среди этого многообразия особняком стоит Нашхой, единогласно признаваемый колыбелью нации. Старинные легенды гласят, что именно из урочища Нашха когда-то вышли и расселились почти все чеченские роды. Удивительно, но современные ДНК-тесты согласны с легендами, показывая у нашхойцев линии J2 с наибольшим возрастом мутаций. В наши дни чеченские общины можно встретить в любой точке планеты, от Иордании и Турции до Западной Европы и США. Но что поражает ученых, чеченцы из зарубежных диаспор генетически ничем не отличаются от тех, кто живет в Грозном. Даже на равнинах, где контакты с другими народами были неизбежны, общая ДНК-матрица Нохчи демонстрирует чудеса стойкости. Секрет такой консервации вдали от родины прост. Браки на протяжении поколений заключаются строго внутри общины. В этом плане чеченцы напоминают армян или евреев, которые в условиях рассеяния выжили как этнос благодаря жестким культурным табу. Перед нами классический пример того, как национальное самосознание способно консервировать биологию даже в эпоху глобализации. Все эти накопленные наукой данные позволяют нам по-новому взглянуть на чеченскую идентичность народ Нохчи. Это, безусловно, один из древнейших коренных этносов на просторах всей Евразии. И это не просто красивая патриотическая метафора, а строго доказанный молекулярными биологами факт. Корни, доминирующие у них линии J2, уходят в такие пласты хронологии, где цифры исчисляются тысячами лет до нашей эры. Чеченцы занимают свою землю непрерывно дольше, чем абсолютное большинство европейских наций свои государства. Тейповая иерархия – это не просто пережиток прошлого, а функционирующий генетический архив. Каждое родовое объединение веками несет вахту, охраняя свою уникальную и неповторимую ветвь ДНК. Уважая свой тейп, каждый чеченец автоматически продлевает жизнь той биологической линии, что зародилась на Кавказе эпохи неолита. В данном случае этнография и генетика слились в один неделимый, идеально работающий механизм. Именно Кавказские горы выступили главным архитектором и спасителем чеченской цивилизации. Персидским шахам не удалось сломить их дух, а арабские халифы, подарив ислам, так и не смогли растворить их в своей культуре. Сухие формулы генетиков подтверждают, маркеры J2 присутствуют здесь на протяжении неисчислимого количества веков. Можно предположить, что стабильность их проживания на этой территории превосходит аналогичные показатели у большинства народов Европы. Выходит, тейповая структура — это действительно уникальная живая библиотека, запечатанная в хромосомах. Каждый клан бережно передает из века в век свою биологическую эстафету, связывая современность с доисторическим прошлым. На этом примере мы отчетливо видим, как культура и биология могут составить идеальный симбиоз. Не вызывает сомнений, что именно уникальный горный ландшафт
стал той цитаделью, что уберегла наследие Нохчи от уничтожения. Даже беспощадные монгольские орды, стершие с лица земли цветущие равнины, спасовали перед суровыми горными кручами. Чеченский народ прошел через депортации, войны и лишения, но всякий раз возвращался в родные аулы, сохраняя язык и кровь. Наверное, это нельзя назвать случайностью. Скорее, это проявление невероятной жизненной силы народа, знающего свои корни. Генетический портрет чеченцев – это настоящая ода стойкости людей, которые никогда не сгибались под ударами судьбы. Давно исчезли грозные персидские владыки, канули в лету монгольские ханы, но народ Нахчи по-прежнему стоит на своей земле. Их ДНК до сих пор несет те самые великие маркеры прошлого – J2, J1 и исконно кавказскую G2A. Похоже, эти генетические нити, охраняемые горами на протяжении тысячелетий, будут биться в сердцах этого народа еще очень и очень долго.